Друзья, приветствую вас. Вторая часть обзора. Давайте рассмотрим то, что не рассмотрели в первой. Это евро-доллар и это акции. Приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Так, друзья, давайте начнем. Евро-доллар в субботнишнем выпуске по СОТ СФТС я пояснял картину. Там идет выход из лонговых позиций. Американские спекулянты режут лонги. Тем не менее, никак пробой уровня 1,1790 он не закрепится. Вот смотрите, от неделькам, если переходить к дневкам, получается, он лег на этот уровень, пытается его неоднократно пробить, но пока не пробивает. Тем не менее, я думаю, сейчас евро-доллар, тут ситуация неопределенности, поэтому его лучше не трогать на среднесрочной перспективе. Почему? Потому что сигналы, которые здесь возникают, они достаточно противоречивы. С одной стороны, он никак не пробьет сильный уровень, это говорит о том, что здесь весьма вероятен отсюда отскок. А с другой стороны, он слишком часто его прокалывал, это создает предпосылки для того, чтобы он все-таки ушел в район 1,1650. Если рассматривать от дневок, переходить к часовику, то сейчас здесь идет импульс в рамках консолидации движение на 1,1820, вот сюда вот. Если, соответственно, он сюда приходит на большом объеме, то отсюда пойдет следующий импульс. Цель этого импульса будет 18.45, вот сюда, к этому значению. Достаточно много сейчас целей наверху, и в принципе уже пришла бы пора евро отскочить, сходить наверх. Но вот те сделки, структуры, которые здесь происходят, они не указывают на то, что здесь идет хороший, мощный набор позиций. То есть какая-то проторговка, которая пока не до конца ясна, она приведет к пробою и дальнейшему снижению, либо к отскоку. Достаточно странные вещи происходят. С другой стороны, как бы это вполне объяснимо, потому что инструмент очень ликвидный, торгуется на многих площадках, и, соответственно, здесь много всякой работни, которая тусит и гоняет туда-сюда. Видимо, поэтому получается картина несколько смазанная на текущий момент. И с моей точки зрения, по евро-доллару лучше все-таки пока его не трогать, потому что здесь внятных сигналов ни на покупку, ни на продажу я не наблюдаю. Так, друзья, далее давайте посмотрим Сбербанк. Сбербанк закрылся ниже 300. Соответственно, это указывает на то, что даже если коротенький отскок сейчас происходит, он должен перейти какое-то время поторговаться в диапазоне 295-300. А если от дневок переходить к 4-часовику, с одной стороны здесь назрела необходимость для коррекционного отскока на 303-304, но я пока никакой разворотной формации здесь на нем не наблюдаю. Если переходить на часовик, то здесь следующая картина возникает. С утра на открытии, если идет пробой 298, то отсюда весьма развивается либо движение на 295, либо проторговка, какая-то длительная проторговка в этом диапазоне. Если на открытии не будет уверенного пробоя 298, то отсюда весьма вероятно сегодня в течение дня сформируется отскок, у которого цель движения первая это 300,5 и вторая цель движения это 302,7, вот сюда к этому значению. Поэтому у Сбербанка вот сейчас ключевой уровень локальный это 298, пробивает, не пробивает. Так, друзья, но смотрите, у Газпрома ситуация во многом схожая, потому что он ушел под локальный уровень сильный, который у него сформировался, 280. В такой ситуации ему теперь полагается торговаться в диапазоне 270-280, пока не будет набора позиций, и, соответственно, в случае удержания 270 отсюда произойдет попытка отскока, и цель этого отскока будет потестить 297 и уйти выше 300. Если переходить на часовой таймфрейм, здесь у нас складывается следующая картина. Вот сейчас прямо на открытии, если не возникает импульс движения вниз с пробоем 277,5, то нас ждет отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока в идеале это 285-286, вот этот диапазон. Если здесь у нас возникает пробой, то отсюда открывается цель движения, она находится на 270. 270 это следующий уровень, который пока не пробит, Газпром будут выкупать и выталкивать наверх с чудовищной силой.
Вот как только 270 пойдет, здесь уже можно будет говорить о том, что рост завершился и весьма вероятно будет уже как бы просто спад и обвал Газпрома до, там, не знаю, 220, может быть даже 175. Но пока 270 устояло, здесь будут его подбирать и пытаться вытолкать наверх. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Но по металлам ситуация не ужас-ужас, скажем прямо. Недельный таймфрейм, здесь он закрепляется в рамках вот этой консолидации 25 250, 24 350. Закрылся он даже чуть повыше, это позитивный момент, который указывает на то, что в нем есть энергия для того, чтобы на этой неделе сходить хотя бы на 26 500. Если мы переходим на дневной таймфрейм, то здесь у нас, соответственно, разворотная формация типа ужас-ужас, но она закрылась выше вот этого уровня 25 250, и поэтому здесь есть все шансы для того, чтобы после проторговки отсюда произошел отскок сначала на 25 850, потом на 26 500, вот сюда к этому значению. Так, ну и если мы на часовик переходим, здесь вообще все отлично. Здесь уже, можно сказать, развернулись. И вот с утра сейчас, понедельник, если не будет коррекционного отката с пробоем 24 950, 25 100 вот этого диапазона, то нас ждет отсюда попытка отскочить. Первая цель движения, она будет вот здесь, 25 450, и в случае удержания пойдем тестить 26. Да, здесь пошел нисходящий тренд, попытка вот этого чудесного роста, она вроде как успешно не завершилась, но с другой стороны, вот то, что происходило здесь, оно указывает на то, что весьма вероятно будет попытка отскока. Опять же, обращаю внимание, если здесь возникает пробой, то мы отсюда прямо ровным ходом идем на 24 400, возможно на 24 200. Ключевой уровень сейчас, первый, это вот этот диапазон, раз, и второй 24 200. Вот если здесь пробивается, это, конечно, неприятно, но тогда движение, скорее всего, произойдет вот сюда. Если пробивается 24 200, тогда, скорее всего, акция будет сыпаться, и ну, тогда мы можем увидеть новые локальные лои по норильскому никелю. Но с другой стороны, норильский никель достаточно уверенно сейчас выглядит, и я думаю, это не первая бумага, которая будет сыпаться, если мы начинаем жестко корректироваться на этой неделе. Так, друзья, далее Северсталь. Но смотрите, если брать недельку, здесь вообще ничего как бы страшного не произошло на прошлой неделе. Если переходить к дневкам, то пошел коррекционный откат, но на самом деле этот откат, если нет пробоя 1610, 1630 вот этого диапазона, то, скорее всего, этот слом, этот откат, который здесь возник, он захлебнется. Он превратится в продолжение консолидации и дальнейший рост. Так, ну если брать часовик, то здесь, в общем-то, все. Несмотря на то, что раздали хорошенько на 1710, сейчас уже здесь набрали позиции, и она готова к тому, чтобы попробовать отсюда отскочить на 1720-1730. Ключевой момент, в каком случае это движение на отскок не разовьется, это движение вниз и пробой 1640-1630. По часовику уровень отличается от дневки, от недельки. Соответственно, здесь пробой 1640 приведет к тому, что возможен будет коротенький задерг, либо просадка. Целью будет 1550-1560, вот сюда, к этому значению. Пока по Северстали здесь указывает на то, что вот здесь произошел набор позиций, который требует разрешения движения наверх, чтобы раздаться вот в районе этой зелененькой волшебной линии. Так, друзья, ну и вот новая акция российская, можно сказать, хит. Это Headhunter. Как он движется, плюс-минус в день там по 5, 6, 10%. Недельный таймфрейм, по недельному таймфрейму он сейчас пытается закрепиться вот в этом диапазоне 3050-3500, достаточно широкий такой диапазон, мощный. По дневочке вот этот разворот, это разворотная формация, которая ввела его на 2700,
она завершилась, и соответственно здесь сейчас развивается попытка возврата на 3400 и закрепления в районе этого уровня. Ну и по часовику здесь идет импульс движения. Как раз здесь цель 3400-3440, вот сюда вот. Соответственно, вот это движение, оно произойдет, если сегодня-завтра не будет коррекционного отката с пробитием 3170. Здесь как бы все условия для того, чтобы попытаться отскочить и сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Сами видите, бумага, она очень интересная, потому что она летает туда-сюда, будь здоров и не чихай. Так, друзья, далее Мечел. По Мечелу идет консолидация, попытка закрепиться выше 78,5. Соответственно, если этот уровень у нас устоит, он пробит не будет, то у нас уже на этой неделе может развиться тестирование и пробой 81,8 и движение на 90. Вот сюда, к этому значению. Так, друзья, ну в общем-то все основные ключевые бумаги, про которые я хотел с вами обсудить ситуацию. Если какие есть вопросы по активам, пишите под этим видео, попытаюсь сегодня либо завтра в течение дня найти время и разобрать. Успешных торгов!